У нас в Болгарии наконец-то наступила весна. Плохая дорога, тащу эту коляску, наш путь в магазин. Юль, надо вернуться. Да. Пришли в Lidl, большой супермаркет. Ну иди бери. Ну выбирай, только надо не руками грязными, а пакетиком вон. Вообще сюда идти от нас километра 4. Мы шли долго, но иногда можно выйти именно, чтобы сделать такую большую закупку. Алиса мой помощник. Вези. Делаем закупки, скажи. Что мы уже купили с Алисой? Всякие пюрешки фруктовые, бананы, булочки, да? Вот что я заметила в болгарских супермаркетах. Гречки нет вообще. У них чечевица, кускус, булгур. Да, миллион разных каш, а с гречкой какой-то напряг, короче. Возьмем кускус, будем готовить сегодня. У меня куча помощников. Мы не ищем легких путей. Там перекрыта дорога. Идем домой. Пляжи. Святой Константин и Елена. Термальные бассейны. Этот курорт, Святой Константин и Елена, славится своими термальными источниками. И вот, если вам видно, пар над водой, но почему никого нет, не знаю. На данный момент мы можем находиться на территории Болгарии 90 дней, то есть до 5 июня. Что мы должны сделать за это время? Мы должны встать на учет миграционную службу или полицию, для того, чтобы получить статус временного беженства. Что дает этот статус? Ну, во-первых, бесплатное медицинское обслуживание. Также вы можете работать с этим статусом, и ваши дети могут пойти в школу и получить образование. Насчет школы, конечно, мы еще не думали, потому что у меня еще есть вера, что все закончится, и мы сможем вернуться домой. Дальше еще хочу рассказать, чем статус временного беженства отличается от статуса обычного беженца. Если вы подаете документы на статус обычного беженства, вы должны сдать паспорта, и вы не имеете права покинуть эту страну до того, пока вы не получите вид на жительство. То есть это может быть занять год, а то и больше. А статус временного беженства не нужно сдавать паспорта, они остаются у вас на руках, и в любой момент вы можете отсюда уехать, либо в другую страну, либо вернуться домой. Также, независимо от того, подал ли ты на статус временного беженства или нет, мы можем получать помощь Красного Креста, гуманитарную помощь. Это какие-то вещи, одежда, продукты, детское питание. Я вам в этом видео покажу, что дают нам. Ты приезжаешь в Красный Крест, заполняешь анкету небольшую, вносишь туда свои данные, ну и тебе дают пакеты. Пишешь список, что тебе необходимо, список необходимых вещей. И в принципе, если у них есть это в наличии, то вы это получите. Такое солнце светит. Щурис, забыла очки в номере. Расскажу, почему мы еще до сих пор не подали на статус временного беженства. Ну, во-первых, потому что я еще не решила, будем ли мы оставаться в Болгарии. Скорее всего, нет, потому что пособия здесь очень низкие, доход, зарплаты тоже низкие, на работу устроиться очень сложно. И как страна в этом плане Болгария, она немножко тяжелая. Я рассматриваю другие варианты. Возможно, мы уедем на Балканский полуостров. Возможно, это будет Албания, Черногория или Греция. Я сейчас ищу, нахожусь в постоянном поиске. И, ребят, если у кого-то есть какие-то контакты волонтеров, возможно, кто-то уже прошел этот опыт и тоже в статусе беженца из Украины во время военных действий переехал туда, расскажите, пожалуйста, поделитесь, буду очень благодарна. Ну и что еще хочу сказать. Мой муж сейчас в Одессе, потому что у нас сейчас идет мобилизация повальная от 18 до 50 лет. Выехать человек не может за границу, мужчина в частности. Вот, поэтому все наши мужики остались там. В дальнейшем, когда военные действия закончатся, наверное, мы будем все-таки ждать его тут, он приедет за нами. Ну и дальше мы уже будем думать, как жить, потому что первые полгода после военных действий я понимаю, что мы вряд ли сможем вернуться в Одессу, потому что дохода и работы, как я уже говорила в одном из предыдущих видео, в сфере деятельности моего мужа сейчас не будет, а за что-то жить нужно. И поэтому, возможно,
мы останемся в какой-то стране, чтобы полгода-год поработать, немножко встать на ноги, а потом, конечно же, я хочу вернуться домой, как и многие из нас. Красный Крест в Варне. Центр допомоги беженцам, куча людей. Нам дали огромные пакеты гуманитарной помощи, там продукты, одежда. Домой приедем, я вам покажу, что именно. Горячие обеды. Алиске дали суп куриный. Сейчас не круассан, а супчик будешь кушать с Таней, да? Собачка тоже кушает суп. А Алиса отказалась кушать суп. Такой вкусный, что собака его съела. Мы с Алисой после этого Красного Креста никак не дойдем домой. Да, Дотя, скажи? Потому что зашли в магазин. Что мы купили в магазине? Алис, что мы купили в магазине? Нет, это мы сейчас дома будем с тобой распаковывать, хорошо? Алиса будет дома разбирать, не поднимай, потому что оно тяжелое. Сегодня утром в Красном Кресте дали нам вот такую помощь, гуманитарную, памперсы. Да, и ты. Какие-то сладости, там детское питание я видела, да? Угу. Штанишки, игрушечки. В общем, все, что было. Пюрешки детские, вот. Вот какие-то штанишки детские, Алисе или Боре, они еще большие. Салфетки. И вот еще шампунь, каши детские. У нас как раз каш не было, я их в магазине даже найти не могла. Алиса мне с утра делает прическу. Я помыла голову, наводит мне красоту. Алиса парикмахер? Да. Ну, потом я не расчешусь после этого, мне кажется. Да? Да. Дотс. Сделай нормально, заплети мне косичку. Как мы выходим во двор к нам. Таня поет у нас. В жизни есть у меня все, в чем радость каждого дня. Аккуратно. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. К нам пришла Тая. Скакать. Представляете, вот какие люди. Сейчас пришла горничная наша и говорит: а где Алиса моя? Алиса вышла, она ей подарила вот этого медведя. И вот такие вот бисквиты. Люди очень здесь добрые в Болгарии, заботливые, переживающие. Открыть? Сейчас. Последняя неделя, каждое утро у нас начинается вот так. Ну иди. Этот зуб мы могли бы лечить, закончить вчера, но Тая не дала, сильно кричала. И мы сегодня опять здесь. Сейчас едем с детками от стоматолога, заехали в Красный Крест, кое-что из продуктов нам дали. Алиса пока была в детской комнате, пока мама бланки заполняла. Игрушки, да? Поиграли с Алисой, игрушки подарили. А у меня тут пакеты с продуктами, всякими с макаронами. Сейчас едем уже домой. Вот так ждем на остановке автобус наш. Спать уже хочет, но нужно нам дотянуть до дома. Сейчас уже приедем. Нам тут 10 минут ехать рядышком. Да? Пасмурно, серо и очень холодно сегодня. Ветер холодный. Пюрешки нам опять дали большое количество. Одежда. И Мишу. Мишу потом, после еды. Пообедаем потом, ясно? И печеньки разные, и салфетки разные, да? Все разные, да, пакеты разные. Тая, разбирай. Помогай. Мы сейчас обедать будем, Тая. И ты помогаешь? Давай.
Вот оно должно храниться, поэтому... А здесь тоже печеньки всякие. У нас уже пюрешек такое количество. Возьми просто пюрешки тоже. И каши я просила. Там одни пюрешки, да? О, и шампунь я писала Это надо тоже, всё-таки да. в шкаф засунуть. Пока мы разбираем продукты, Гена сбросил видео из Одессы. Время бесплатного раздачи обеда в ресторанах волонтерских. И вот наша Дерибасовская красивая. Перекрыта полностью. Слышите, стреляют. Это 4-я воздушная тревога за сегодня. Где-то в стороне поселка Котовского, в сторону Николаева, где-то там выстрелы были. Так, сегодня первый день, когда реально стреляли, попали в жилые дома в Одессе. Вот, были разрушения, несколько домов повреждены. Ну, а на море все тихо. 6-я воздушная тревога за день сегодня. У нас вечерний парикмахерский салон. Красота? Хорошо, да? Класс. Красотища. Отлично. Послушай меня. Теперь будешь Для блестеть, начала нам Алиса. нужно расчесаться. Сначала я тебя расчешу расческой, хорошо? А потом я буду плести. Если тебе надоест, то я не буду плести, А тебе хорошо? нравятся мои косички? Хочешь такие же? Я думаю, подожди, сиди ровно, держи голову ровно. Сейчас Таня думает. Я думаю, как бы тебе вот так вот заплести. Все, давай. Наступает вечер, и наши дети находятся в поисках шоколадок и печенек. Тая, Подожди, тебе уже нельзя на ночь. Все. никому нельзя на ночь Я не уже. буду, я хотела сок на зеленый. Уроки. Всё. Пока мы сидели, она достала из этой коробочки конфеты и говорит, сожрала. «Прости». Я говорю, где конфеты? А она на живот показывает и говорит, там. Где конфеты? Покажи мне. Уже там все? Пипец. Ни одной не осталось. Нет. Вот сейчас опять описала все, написала в штаны, написала на пол. Я говорю, боже, у меня уже нет сил. А она говорит, да, нет сил. От Алисы. Нет сил. Скажи, нет сил у мамы.